Всем огромные приветики! Ну что, как вы там поживаете, как себя чувствуете? Я надеюсь, что у вас все хорошо. Обязательно оставьте мне обратную связь в комментариях. Я, как обычно, читаю все и хочу поблагодарить вас за такое количество лайков, комментариев и просмотров, которые вы мне даете. Спасибо вам большое. И сегодня мы продолжаем, конечно же, открывать посылочки. Сегодня у нас AliExpress и кроссовочки, которые я очень сильно жду. Ну, не только, конечно, будут кроссовки, поэтому давайте начинать. Например, вот эту парочку я ждала очень давно и очень долго. Я думаю, вы все видели в ТикТоке популярное средство ламбена, мне всегда хочется сказать, и это такое сыворотка, такая мазь, которую вы наносите на нос, и там же должны идти полоски. Давайте я открою и посмотрю, идут ли там полоски. Да, их очень много идет. Вы эту полоску наносите сверху и вот так вот отдираете все черные точки. Но она очень жесткая. Я смотрела некоторые обзоры и решила попробовать на своем носике все это провернуть. И также для этого средства и для других дальнейших манипуляций подобных я заказала микроскоп, чтобы все было четко и вы увидели детально, достались мои черные точки или нет. Я очень надеюсь, что микроскоп будет работать. Он не слишком дорого стоил, буквально 1500 рублей. К нему еще идет подставка железная. Ой, офигеть, как все серьезно. Какой-то диск. Так, вот такая подставка. Закрепляем. Здесь есть Type-C и USB. Вы можете включить в компьютер или же на телефон. Приближение начинается от 50 и доходит до 1600X. Уже подробно в использовании мы его попробуем в видео, где я буду тестировать эту жгучую маску. В скором времени вы увидите видео с Shein, где я заказала такую приятную юбку. Возможно, уже это видео вышло. Если я вышла, то оставлю обязательно в инфобоксе ссылку на этот ролик. И я заказала юбку, знаете, такая она байковая, плотная на зиму и при этом длинная ниже колена. И также я заказала такую же, только с AliExpress. Она была в топах. И пришла она ко мне вот в таком пакете, в голубом вы видели, и еще в дополнительном внутри. Продавец эту юбку называет шерстяной, и по ощущениям она действительно как будто шерстяная, но на самом деле, конечно же, о шерсти здесь вроде как речь не идет, потому что стоимость ее 1000 с чем-то рублей. Она реально плотная, намного плотнее, нежели чем с Shein. И я заказывала у проверенного продавца, это Smoon Store называется бренд, и у них в основном одежда в таком корейском стиле. Если вам нравится такое, то обратите внимание на этот магазин, потому что я, на самом деле, первый раз делала закупку, но лайков у меня много из этого магазина. Теперь я буду знать, что, да, вещи действительно классные, есть подкладка и даже два таких небольших кармашка. Я вообще на них внимания не обратила, офигеть, они такие глубокие, выглядят такими малюсенькими. Все очень аккуратно, есть выточки, юбка в стиле карандаш, и, как вы можете заметить, сзади есть такая шлица, она длиннее, чем на моей предыдущей. И, вы спросите, зачем ты заказывала подобные юбки? Мне они сейчас безумно нравятся, мне кажется, они выглядят так аккуратно, так красиво на мне, и у них, естественно, разная клетка. Здесь она более нежная, бежевая, с таким немножко оранжевой полосочкой, да, ближе к коричневому, что ли. А юбка с Shein такая с зеленой полоской, немного в другом цвете. В общем, юбок с полосочками много не бывает, я считаю. Привет из нового места. Хочу сказать пару слов про эту юбку, потому что вот как раз-таки по поводу нее у меня есть вопросики. Очень узкая, просто нереально узкая, при том, что в талии она точно такая же, как и в бедрах получается, и по бедрам она растягивается, а на талии, в принципе, сидит свободно. То есть на талии, на ножках мне хорошо, а вот именно в районе бедер узковато. Я прямо в притирочку в нее вошла, застегивается нормально, но замочек не самый лучший. Вот, в целом все прекрасно по качеству, но вот мне нужно пару килограммчиков-то сбросить к лету. По прилету в Москву ко мне пришли сразу 3 посылочки с AliExpress. Это 3 пары обуви от хорошего бренда, но я не показывала вам их сразу, потому что у меня просто не выходили новые видео. И я думаю, что мне сейчас стоит в это видео это вставить, потому что чем позже, тем они будут не нужны. С другой стороны, вы эти хорошие сапожки можете заказать
сказать, и без меха. Они просто потрясающие, правда. Я весь январь, весь февраль, и весь март отходила в них. Вообще ничего другого не носила, потому что настолько я удобно себя чувствовала в них. Вот знаете, я даже когда просто ходила в магазин, я всегда надевала их, потому что моя нога не промокала, не замерзала, я не чувствовала ветра, ничего абсолютно. И это же прекрасно, такая и должна быть обувь. У меня есть парочку ботинок с Shein, и вы знаете, я буду еще рассказывать вам об этом в следующем ролике, об этой обуви. Я чувствовала каждый камень, знаете, когда я иду просто по земле, это ужасно, что за подошва такая здесь. Я себя чувствовала просто, знаете, как будто еду на каком-то КамАЗе, так высоко над землей и так комфортно, просто очень мягкие ботинки. Советую вот эти бежевые просто очень сильно. Цена сейчас уже однозначно ниже, чем в магазинах, а качество вообще не уступает дорогим брендам, потому что это натуральная кожа, и вы можете посмотреть, как хорошо продавец расписывает, что из чего сделано. Вот эти ботинки я вообще не снимала, и единственное, это вот у меня немножко испачкалась подошва, и я не могу ее в этом месте оттереть. В других во всех местах они не заломались, не порвались, не потрескались и просто остались такими же, какими есть. Только один минус есть, это молнии. С этими молниями очень удобно их надевать. То есть это реально классно, когда ты с двух сторон берешь, застегиваешь двумя руками. Удобно, да, но молнии пачкаются. И пока что я не нашла способ их очистить. Да, если честно, я сильно не пыталась это сделать. Это не особо как-то заметно, не знаю. Но эти я в основном носила в конце января, когда было минус 15, минус 10, когда было вьюга. Это просто очень теплые сапоги, и я от них в восторге. Есть небольшой залом в районе носа, который практически незаметен. Молния также чуть-чуть пачкается, но тоже это не сильно критично, в отличие от того, насколько ноге комфортно. И вот сейчас, если я и буду их носить, то только с пальто, чтобы создавался такой, хотя вы сейчас скажете, Ира, плюс 10-15 уже сейчас на улице, ты хочешь носить сапоги до сих пор? Да, я люблю тепло, я люблю ходить в меху, и я до сих пор ношу те ботинки. Но сапоги уже, честно скажу, не надевала, наверное, неделю. Еще у меня вот такие пришли уги, они стоили вообще 800 рублей на момент заказа. Здесь внутри такая белая ткань, но, если честно, я их не надевала на улицу, потому что слякоть, и они сразу промокнут. Вот, вы видите, они нереально чистые у меня, все потому, что я носила их дома. Да, очень тепло носить дома. Но я думаю, что по весне я буду надевать их, чтобы просто вот так вот выбежать в магазин или выкинуть в мусор. Но не более, я думаю. Хотя мне, наверное, стоило, да, их протестировать, но, если честно, мне так не хотелось испытывать судьбу. Вот эта гигантская посылка, пропутешествовала весь Дубай, побывала на разных сортировочных центрах, и внутри у меня 3 товара. В этом видео только проверенные бренды, можете заходить в их магазины. Я неоднократно упоминала, что на Алиэкспресс есть действительно качественные продавцы с фабричным производством, и вот это магазин Extraordinary. Там популярные вещи для мужчин и девушек, и можно покупать в мужской линейке, в женской линейке, в общем, они унисекс. И это плотный коричневый жилет. Я взяла его, по-моему, в XXL размере. Наверное, указано, да, это XXL. И, возможно, я переборщила немножко. Ну, в крайнем случае, если действительно будет смотреться совсем, не оверсайз, а реально как мешок, то я подарю эту жилетку Максиму. Думаю, на нем тоже будет хорошо она смотреться с каким-нибудь, не знаю, с каким-то лонгсливом бежевым. Но вообще планировала для себя, конечно же. И это шоколадный такой вот жилет. Можете заметить, что рукава здесь огромные, и они, знаете, так обрезаны. А ворот заделан в виде свитерка и с небольшим таким нахлестом. Снизу также есть небольшие совсем разрезы, чтобы можно было засунуть руки в карманы, но если вы берете супер оверсайз, как я, то, конечно, нужно будет приподнимать, чтобы засунуть руки в карманы. Вообще, размерная сетка там есть, и я примерно смотрела на нее и планировала, чтобы она прям была реально большая, закрывала бедра. Еще один магазин, продавец которого, вечно что-то странное делает с доставкой. Но это, обувь настолько популярна. Магазин называется Quick, и у них есть как домашние тапочки классные, так и кроссовки просто с офигенным стилем. Они не копируют никакой бренд, они действительно сами дизайнерят различные модели. И я брала у них уже
черные кроссовки, которые сначала мне показались немного жмущими, но после того, как я прошла с них 2 раза, они как будто растянулись, и они стали идеальными. Это кеды, и подошва действительно немножко пачкается, это единственный такой минус, который я уже извлекла из черных кроссовок, и я заказала у этого же продавца еще 2 пары, потому что подобных, если честно, я вообще не видела. Вы можете брать обувь на самом магазине Quick, а я брала на 888 Shoes, это их же магазин, на самом деле просто немножко ассортимент различается. Так, первые кеды упакованы очень хорошо. Да-да-да-да-да. Ой, а что это такое? А, нет, это просто какой-то песок. Видите, песок? Странно. Что? Я не знаю почему, но на этих кедах, знаете, такой песок, и, возможно, это песок из-за ржавчины, которая на дырочках. Это капец полный, потому что это безумно странно, почему здесь ржавчина. На фотографиях ржавчины как бы нет. Так, окей, шнурки идут внутри. Мне все нравится, но вот эта ржавчина вообще меня что-то беспокоит. Прям я сейчас посмотрю отзывы. Нет, на отзывах нет ржавчины. Да, я еще могу открыть спор, поэтому попробую у него спросить, в чем же тут дело. Тут, конечно, шнурки есть, и они перекроют, если что, ржавчину, не знаю. Но возвращать обратно точно не буду. Может быть, он мне вернет какую-то часть стоимости за вот это вот жесть. Ну и как бы вот здесь что-то желтое. Короче, блин, ребят, расхвалила. Но вы, если увидите у меня на подсъемах вот эту желтизну, то знаете, что я ее не смогла оттереть. Может, надо каким-то средством это будет сделать. Вот. Ну, по крайней мере, получить такое не очень приятно. Черные, по крайней мере, которые ко мне приходили, они были в идеальном состоянии, когда я их открыла. Так, и еще одни кроссовки. Надеюсь, хорошие. О-о-о. Не могу понять, хороший или нет. Я заказала на 888 Store, потому что на Quick на данный момент не было в наличии этих кроссовок, ни этих, ни других, которые я показала до этого. Здесь резиновая подошва, я взяла на 24,5-39 размер. И чем мне не нравятся эти, тем, то, что они не идеально прям проклеены, как кеды, которые я получала до этого. Здесь прям заметен клей. И я вот обычно на такое прям очень уже на такое ругаюсь, я уже разбалованная. Но носить действительно буду, потому что стильные, здесь нет пятки, она обрублена, такой тоже корейский стиль. Они очень часто покупают подобную обувь или заламывают даже свои пятки специально, и даже зимой таким образом ходят. Это реально прям корейская фишка. В описании выглядит все точно так же, но даже при условии близкого кадра я сначала не обратила внимания, что здесь именно бархат. Но немножко совсем этот бархат, он отличается по картинке, как будто, знаете, на картинке кожа, а здесь она тоже такая, типа под кожу, но худшего качества. Ну и, конечно, никакого клея абсолютно нет на фотографиях у продавца. Да, по размеру подходит, но прямо впритык. Короче, обувь на 3 с плюсом, может быть, еле-еле 4, но точно не 5, как я ожидала. И следующая рубашка от бренда Lobster. Я уже заказывала у этого бренда другие вещи. И последний мой заказ был футболка такая полосатая, очень приятный материал. И я ее ношу вместе с Максимом по очереди. Я брала себе 3XL специально, чтобы она была огромной. И также я взяла огромную бежевую рубашку. Тоже, возможно, будем вдвоем носить. Я посмотрю сейчас, какой я размер взяла сначала. Да, XXL также. И продавец снова положил в подарок вот такой кроссовок, вот такой брелочек. В прошлый раз мне подарили желто-голубой кроссовок, вроде как Air Max. Вот, а сейчас прозрачный. На этой рубашке нет пластиковой штуки, которые обычно они крепят, как Off-White, знаете, чтобы их бренд был узнаваем. Вот, возможно, это сделано, кстати, для возврата. Не знаю, никогда не возвращала вещи от Lobster. Если я не ошибаюсь, это хлопок, но давайте попробуем найти здесь бумажку. Да, это 100% хлопок, приятного такого качества. Мне нравится этот оттенок бежевого, смотрится как кофе с молоком. Обязательно буду ее носить, скорее всего, на распах. И под низом будет у меня какая-то футболка, а может быть сверху еще нее буду надевать жилет, который сегодня мы уже с вами распаковали. И вообще это было задумано носить вот таким образом эту
скажем так, небольшую капсулу. Кстати, вы заметили, что я сейчас заказываю вещи в основном капсулами, то есть если я делаю большой заказ, я смотрю, чтобы все вещи друг к другу подходили, но это реально удобно, и пользуйтесь тоже этим лайфхаком, чтобы вы не покупали ненужные вещи, которые требуют к себе какие-то другие вещи, а они не подходят вообще к вашему гардеробу. И если вы давно заметили это у меня на канале, то обязательно дайте мне знать в комментариях, нравится вам это или нет. И здесь у меня вот такой мишка. Хочется еще отметить, что даже если вам не нравится, то это так удобно, это так классно. Я ношу теперь все вещи, то есть у меня вещь вообще не лежит. Я сразу получаю все и начинаю, боже мой, и начинаю между собой их носить, тут же не дожидаясь чего-то еще. И мишка к нашим же образом пришел вот такой миленький, с розовенькими щечками. Кстати, он такой гигантский, он прям огромный реально. В такой аккуратненьком пакетике на зиплоке. Даже не стыдно такой положить в какой-нибудь подарочный бокс, если делаете кому-то подарок. В общем, прикольно. Обратите внимание, что можно такие купить для своих подружек, поп-сокеты, или для сестер, не знаю, кому угодно, или себе. Вот, я взяла себе на телефон. Мне кажется, будет классно смотреться с бежевым чехлом мишки One Love. Надо его открыть, Ира. Ладно, открою. Я думала, что он будет более прорезиненный и мягкий, а он такой, знаете, прям пластиковый, просто сверху немножко глянцевый. И, наверное, эти две вещи не стоило откладывать на самый конец распаковки, но зато, если вы досмотрели до конца, у вас сейчас ждет самое сладенькое и самое долгожданное мной, и, конечно же, самое интересное. И это потрясающие береты. Как это мило! Это магазин беретов, к которому я присматривалась уже не знаю сколько, наверное, год, и все откладывала. Думала, да нет, дорогие, потом закажу, потом закажу, потом закажу. И, в общем, наконец-то я это сделала. Посмотрите на эту миленькую жопку, на эту сладкую жопку. Вообще, какая она хорошенькая. То ли это жопка хомяка, то ли жопка собачки или кошечки, не знаю. Ну, пусть будет кошечки, я люблю кошечек и мишки, пусть будет так. В общем, очень нравится по цвету этот берет, и эта жопка просто безумно милая. Буду обязательно носить. Берет очень качественный, очень хорошо сделан. Вот так его можно будет надеть, потом вывернуть слегка, и будет хорошо сидеть на голове. Здесь есть такая вот пимпочка, как на многих классических беретах. В общем, да. Он того стоит. Если вы зайдете на магазин, у вас будут глаза разбегаться, и вы не будете знать, что купить, потому что есть и персики, и яичница, и, я не знаю, там, все что угодно, действительно. Ну и, конечно, кроме попки, котика, что я могу купить? Вы скажете, наверное, яичницу, но нет, конечно же, лягушечку. Ну, вы уже, думаю, увидели у меня в руке это и сразу поняли, что это лягушка. Он из точно такого же материала и сделан абсолютно точно так же внутри. Ой, какие хорошие, какие прекрасные, слушайте. Ну, теперь стоимость понятна, это, оказывается, 100% шерсть. Я не знала, что это будет шерсть. Боже, как это мило. Просто я влюблена в эти береты. Какие глаза, ну какие глаза. Ну вы заметили, что цвет-то идентичен просто. Все друг под дружку я заказала сегодня. Если вам понравилось это уютное видео, по-моему, вещи, хоть и кроссовки чуть-чуть совсем меня расстроили, все же они идеальны, такие же, как на картинке по цвету, и в принципе в них достаточно удобно лежит нога, я уже все примерила, просто потрясающая распаковка, я влюблена в эти вещи. Если вам понравились они, то обязательно ссылочки я оставляю в комментарии, вы можете их, конечно же, заказать, и напишите, какая вещь понравилась больше всего. Если честно, мой фаворит — это вот этот берет с жопкой, это просто любовь. Мечтаю, действуйте никогда, не останавливайтесь, и всего вам самого светлого. Всем пока-пока и до скорых встреч!